10 жестких правил жизни, которые никто не хочет слышать. Люди любят, когда им говорят какие-то приятные вещи о жизни, никто не хочет слышать вещи, которые могут их как-то разочаровать или принести какую-то боль. Поэтому сегодня 10 правил, которые мало кто готов принять, но они определяют вашу жизнь. Первое. Никто вам ничего не должен. Мир не должен вообще соответствовать вашим ожиданиям. На самом деле люди должны друг другу, если у них есть предварительная договоренность. Если у вас нет с каким-то человеком или с какой-то группой людей какой-то договоренности, то они вам ничего не должны. Это такая вот несколько инфантильная позиция, когда ты очаровываешься по поводу какого-то человека и потом неизменно разочаровываешься. Взрослые люди, они не очаровываются как дети, они авансом не накладывают какие-то ожидания на других людей, они исследуют людей и в отношениях выстраивают какие-то договоренности в рамках диалога. Второе. Ваша жизнь только ваша ответственность. Ответственность можно сравнить, грубо говоря, с штурвалом вашего какого-то корабля. Есть люди, которые любят перекладывать ответственность на, скажем, высшие силы какие-то, на законы природы, на государство, на родителей, когда они там молоды, на партнера, там, скажем, на жену, на мужа. Вот он должен взять за меня ответственность и сам управлять моей жизнью. Если вы ответственность за свою жизнь передаете другому человеку, то это как будто бы вы пускаете его за штурвал вашей лодки. То есть, если вы хотите полностью быть свободными, если вы хотите управлять своей жизнью, вам важно брать всю ответственность за свою жизнь на себя. Третье. Большинство людей думают о себе в первую очередь. Даже люди, которые очень много помогают окружающим, очень много, там, скажем, демонстративно как-то это делают, все равно делают это из своих каких-то интересов. Люди все эгоцентричны. Отличие эгоцентризма от эгоизма, то что эгоцентричный человек, думая о себе из своих потребностей, может, например, помогать другим людям. Эгоистичный человек из собственных потребностей другим людям вредит. Четвертая вещь. Ваши чувства никому не важны, пока вы их не сможете осознать и не перевести чувства в какое-то поведение. То есть пока вы под воздействием собственных чувств что-то не скажете важным для вас людям. Многие люди, опять же, находясь в несколько такой инфантильной позиции, считают, что другой человек должен угадать, что я чувствую. Это правда для ребенка. Когда ребенок маленький, он ожидает, что мать угадает, как он себя чувствует, какие у него там эмоции, какое у него настроение, и мать часто угадывает действительно. Взрослые люди, которые находятся в каком-то эмоциональном состоянии, ответственны за то, чтобы это эмоциональное состояние осознать, запаковать в определенное какое-то поведение, в какие-то слова, в какое-то обращение и реализовать его в диалоге с другими людьми. Просто находиться в каких-то эмоциях и ожидать, что другие люди будут как-то реагировать из-за того, что ты себя чувствуешь слишком плохо или слишком хорошо, это по-детски. Пятая вещь. Вы не получите все, что хотите. Люди часто сталкиваются с тем, что им кажется, что 24 часа в сутках это слишком мало, и я не знаю, как успеть все, что я должен сделать. Как правило, это бывает у людей, которые в детском возрасте хорошо учились, были там отличниками, не знаю, какая-то у них была такая успеваемость. То есть люди, которые привыкли, что я ставлю цель, я ее добиваюсь и получаю какое-то внутреннее удовлетворение. Взрослые люди достаточно быстро понимают, что их желаний, их возможностей гораздо больше, чем того времени, которое у них есть. Поэтому очень важно расставлять приоритеты. Понимать, что ты можешь постараться успеть вообще все, что ты себе напланировал, но ты за это чем-то заплатишь. Иногда временем с любимыми людьми, иногда здоровьем, иногда просто качеством, вообще удовольствия от того, что ты достиг всех этих вещей. Шестое. Время наш главный ресурс. Можно заработать деньги еще раз, можно восстановить какие-то, не знаю, материальные вещи, но время ты не вернешь. Это, казалось бы, прописная истина, часто людьми не замечается, потому что вообще осознание того факта, что каждый твой вздох, он как будто бы прошел, и ты больше его не вернешь, это осознание, оно в принципе, особенно для тревожных людей, очень сложно переносимо. Поэтому многие люди бегут от осознания того факта, что время не вернешь, уходят куда-то в работу, в какие-то, не знаю, там сиюминутные удовольствия, выстраивают какие-то отношения, которые не предполагают долгосрочности, но они какие-то яркие. Таким образом, люди еще больше тратят свое время, просто чтобы не замечать, что оно проходит. Седьмое. Люди приходят и уходят, даже самые близкие люди, когда-нибудь они вас покинут, и нужно уметь отпускать, не цепляться за отношения, за человека ценой жизни. Как говорил Ирвин Ялом, все отношения имеют начало и конец, кроме отношений с матерью, которые не имеют начала. Все отношения имеют конец, так или иначе. Восьмое. Успех требует жертв. Дело в том, что комфорт и прогресс никогда не идут рядом. Ты в любом случае пожертвуешь или временем, или силами, или отношениями. И тебе важно понять, что у тебя в приоритете, чем тебе легче пожертвовать. Есть люди, которым совершенно нормально находиться в полном одиночестве на вершине замка своих достижений. Есть люди, которым важно окружить себя близкими людьми, при том, что они звезд с неба не хватают. Это очень тонкий этический вопрос, и важно понимать, что подходит для тебя. Девятое. Вас не будут любить все.
Если вы хотите понравиться всем, то вы потеряете себя. На самом деле, если у вас есть хейтеры, люди, которые вас как-то критикуют, то это означает, что вы достаточно заметны и достаточно значимы для жизни этих людей, возможно, для тех людей, которые вас действительно любят. 10. Никому нет дела до ваших оправданий. Оправдания нужны только для того, чтобы вы могли отреагировать свое чувство вины и, возможно, восстановить те отношения с человеком, по отношению к которому вы чувствуете вину. Но на самом деле люди всегда обращают внимание на результат. То есть то, что у вас что-то не получилось, это вообще никого не удивляет. У людей постоянно что-то не получается. Люди обращают внимание и ценят других людей в долгосрочной перспективе за то, что у них получилось, за то, что они все-таки сказали, за то, что они все-таки сделали, а не за то, что у них что-то там почти получилось, но не вышло. Эти правила, возможно, звучат неприятно, но они точно сделают вашу жизнь более честной. Напишите в комментариях, какое из этих правил вам сложнее всего принять, или, возможно, у вас в жизни был тоже какой-то момент в вашем опыте, когда вы осознали для себя какую-то такую горькую пилюлю, какое-то неприятное правило в жизни, которому вы теперь следуете, и которое смогло как-то улучшить качество вашей жизни, несмотря на то, что оно само по себе немножко вас расстроило вначале. Если у вас возникают какие-то вопросы, также можете писать их в комментариях, либо можете писать мне личные сообщения. Под каждым видео у меня есть ссылки на мои соцсети. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.